И всем привет, уважаемые товарищи, с вами снова Greenbro, и мы продолжаем играть в Ocean's Home 2. Собственно, в прошлом видео я запустил, так сказать, интерактивчик и небольшой конкурс. Вот. Если вы его не смотрели, то обязательно зайдите на мой канал и посмотрите. Я, может, еще в описании ставлю ссылку. Вот, то есть это у нас был юбилейный 50-й выпуск, в котором, так сказать, челлендж на комментариях. Кто напишет больше комментариев, тот попадет в рекомендованные каналы на моем канале. Вот, так сказать, друзья канала, или стоит затонить, я уже не помню, как у меня этот раздел называется, но не важно. Значит, о чем мы с вами поговорим в этом видео, так это о двух последних обновлениях, которые у нас произошли в игре. Значит, по датам я не помню, но последнее вроде бы 5 марта было. Вот такой вот у меня пинг. Сегодня уже, это видео выйдет, наверное, 16 марта, то есть 11 дней. 11 дней я выждал паузу, чтобы снять обзор. Вот, это не по своей воле. Значит, давайте пройдемся по этому всему по порядку. Значит, из значительных изменений. У нас переработали настройки, то есть теперь они у нас вот такие вот очень даже расширенные. Вот столько всякой фигни. Значит, общие настройки у нас тут приватность, тема. Вот можно поменять тему, цвет. Вот, но я оставлю такую, как и была у нас стандартная. Вот, геймплей. Тут у нас можно выставлять трафик машины, трафик людей. Трафик людей звучит очень круто, да. Так, и у нас вот такие вот расширенные настройки графики. То есть, я, конечно же, выставил себе ультры, вот, потому что могу себе позволить. Вот, и вот так вот у меня все плавно в 60 FPS оно идет. То есть, разрабы вот так вот у нас расширили настройки, расширили возможности, так сказать, настроек. Вот, и что-то там, короче, как-то оптимизацию взяли, так и порезали, так что у нас аж почтовый ящик стал всратым и трапециоидным. Вот. В принципе, в общем и целом картинка у нас не изменилась, вот, но производительность заметно стала лучше. Вот это вот очень важная, значимая штука, которая у нас была добавлена в игру. Это у нас теперь сарайчик, в который нужно сносить вещи, он больше похож именно на сарайчик, а не на туалет типа сортир. Это пофиг, как бы, но выглядит симпатично. Давайте теперь залезем в карту и прошвырнемся по магазинам. Так, где-то там они у нас добавили какие-то там лампы и прочую ерунду. Только куда? Это уже вопрос следующий. Так, сейчас мы все обшарим. Во. Вот этот вот магазин справа от аэропорта. Теперь у нас есть куча разных лампочек. Вот. Для того, чтобы декорировать интерьер. Что ж, очень круто, важно, прекрасно, прикольно. Да. Так, идем дальше. Значит, в прошлом видео я отремонтировал двигатель нашему фургону. Вот. Но, кстати говоря, очень многие меня об этом в комментариях просили. Вот какой-то чел англоязычный писал то, что it hurts, то есть ему больно смотреть на то, как у меня поломанный двигатель. Вот, и потому что постоянно горит вот этот вот красный индикатор. Значит, смотрите, мы заводим мотор, нажимаем на вот эту стрелочку, едем назад. Значит, когда я вот это увидел, первый вопрос, который меня обеспокоил, это какого хрена? Вот, потому что, давайте посмотрим внимательно. Вот вы помните, какая у нас система управления была раньше? То есть у нас был газ, тормоз, вот здесь вот слева была коробка передач. Коробку передач снесли, ее больше нет вообще, она мертва. Вот, это прискорбно. Так, за это нужно... пить нечего. Все бутылки пусты. Так, ладно. У меня, это пить хочется. Так что... Во! Нашел под лестницей заначку. Нормас. Все. Так. Как говорится, помянем. Все. И вот, то есть... разработчики у нас идут на поводу у аудитории, которая выглядит, примерно вот так, вот, которая не может разобраться в том, как управлять автомобилем при помощи коробки автомат. Вот, им лень это узнавать.
Ну и поэтому у нас разработчики сделали управление максимально аркадное и неинтересное. То есть теперь даже вот эта вот кнопочка зажигания, которую нужно нажать и удержать, вот этот вот ключик, вот этот, она теперь бессмысленна, потому что мы можем просто-напросто нажать на газ, вот, нажать и удержать. Ну, алло. Вот, и автомобиль у нас завелся. Вот. Ну и задний ход у нас вот эта вот стрелочка и тормоз. Тормоз есть тормоз. Такие вот дела. Меня это нововведение немножко раздосадовало по одной простой причине. Стало, ну, неинтересно и не прикольно. Как бы я сделал на месте разработчиков, я бы вот в эти вот замечательные расширенные настройки ввел бы вот сюда вот в геймплей, в раздел геймплей, вот такой вот пункт, там где можно было бы либо включить КПП, либо ее выключить. Вот, я, конечно, понимаю то, что вот эта вот самая аудитория, она до этого не додумается, то, что есть такая штука, как настройки, то, что в них можно что-то менять. Вот, но разработчики, так сказать, выбрали свой приоритет, вот, для кого они делают игры, и ему, собственно, следует. Ну что ж, это их выбор, я их за это осуждать не буду. А кто-то и будет. Кто-то, может, будет, кто-то не будет. Вот так вот. То есть, было бы круто, если бы вот здесь вот у нас было такое вот окошко, в котором можно было бы выбрать себе КПП. То есть, можно было бы выбрать вот это вот всратое аркадное нечто. Вот это. Можно было бы выбрать коробку передач такую, какая у нас была в прошлых версиях. То есть, коробка автомат. А можно было бы выбрать именно механическую КПП, ступенчатую. То есть там, где можно было вот именно втыкаем, так сказать, реверсионную, втыкаем первую передачу, вторую передачу, третью, четвертую, пятую. И вот так вот таким образом управлять автомобилем. Это было бы прикольно, я бы на такой покатался, если честно. Вот, но как бы ответ от разработчика, в принципе, будет вполне себе логичным. Ну, если они, конечно, будут на это как-то реагировать, будет вполне себе логично и сказать то, что если нужно реалистичное управление автомобилем, то как бы идите и играйте в автосимулятор. А это у нас симулятор хрен знает чего. Вот, такие дела. Также у нас был введен новый автосалон. Да, это было в первом обновлении, ну типа обновления всего было 2, вот в первом из них был введен автосалон. Значит, смотрите, вот мы вот перемещаемся, вот приближаемся к Роквуду, и видите, вот здесь вот, ну вот посередине вашего экрана сейчас иконка грузовичка с видом сверху. Вот это вот второй автосалон, вот, а первый автосалон у нас находится по-прежнему здесь, и иконка у нас синий легковой автомобиль. Вот. К обеим вот этим вот автосалонам я уже ездил на последнем стриме, который был на прошлых выходных. Вот точную дату сказать не могу, но в принципе сейчас можно посчитать. Так, на момент съемки этого видео у нас 14 марта. Так, минус неделя, минус 1 день. 6 марта, короче, стрим был в субботу. Вот. Ну и там я, собственно, попутешествовал немножко и показал вам, где находится, во-первых, второй аэропорт, а во-вторых, какие новые машины у нас ввели. Вот, сейчас я туда ехать не буду, я просто вам вот сейчас просто покажу вот как раз таки вырезки с этого стрима. Вот, то есть вот так вот у нас выглядит новый грузовой, ну не грузовой, а новый пикап, вот, RAM пикап. Многие меня просят его купить, ну короче, я накоплю монеты и приобрету его обязательно. Вот, ну если, конечно, в следующем обновлении не введут что-то поинтереснее. Вот, короче, разберемся. Потом, если вдруг введут, то проведу голосовалку, вот, и прислушаюсь, так сказать, к мнению большинства. Такие вот дела. Вот, а вот так выглядит у нас автомобиль новый легковой, который у нас добавили, собственно, опять-таки, в обновлении. Вот, я уже забыл, как он называется, если честно, крейсер, по-моему. Вот. Если я не прав, поправьте, пожалуйста, меня в комментариях, граждане знатоки. Вот такие вот дела. Вот, значит, если я не ошибаюсь, больше у нас ничего такого и не было добавлено. Вру. Обманываю, очень нагло обманываю. Значит, смотрите, помните, у нас, ну вот, где-то тут, вот этот вот участок, вот здесь, вот он где-то тут,
на котором я строил базу и потом туда ферму организовал. Вот, рядом там есть база бандитов. Вот. Локацию с бандитами наши любимые разработчики переделали. То есть теперь бандитов просто так обжучить не получится, их окружили горами. Вот, то есть теперь туда, во-первых, сложно подобраться, то есть к ним заехать на машине и всех передавить, это уже очень даже сложная авантюра, это во-первых. А во-вторых, при помощи снайперской винтовки их отстреливать издалека теперь немножко проблематично. Но, еще их сделали вроде бы умнее, такие вот дела. И, конечно же, стоит упомянуть тот факт, то, что у нас немножко переработали поведение всех враждебных мобов. То есть помните, как можно было, вот я, допустим, приезжаю на своем фургоне к кому-нибудь, каким-нибудь кабанам, я не знаю, вот. И типа я вот так вот выхожу, кабан на меня бежит, хочет набить мне морду. Вот, а потом я сажусь в машину, и он как бы забывает о моем существовании и идет дальше по своим делам, а я его потом давлю. Вот, теперь у нас такой халявы нет, то есть теперь все, неважно в чем ты сидишь, тебя могут бить. То есть, допустим, я сижу вот в кабине грузовика, вот, и кабан просто подбегает своими клыками, протыкает насквозь металлическую дверь, короче, и кромсает мою плоть. Вот, и я умираю от смерти. Короче, ну даже не знаю. В принципе, опять-таки, я бы на месте разработчиков сделал так. То, что если ты находишься в машине, то моб, он не будет забывать о твоем существовании, он будет продолжать тебя преследовать, потому что, он же не дебил, он помнит то, что ты там внутри. Вот, но при этом, чтобы, кабан, не может он прокусить металлическую дверь и начать меня грызть. То есть, вот это вот лишнее, как по мне. В случае с бандитами, калаш просто легчайше может прошить насквозь этот грузовик, вот, то есть пробить стекло, пробить дверь, там, я не знаю, даже через переднюю часть там прошить полдвигателя и попасть в человека. Вот, то есть это в принципе логично, то что бандиты могут именно расстрелять автомобиль и тебя вместе с ним. Вот, а с животными, по-моему, нет. В общем-то, такие вот дела. Надеюсь, разработчики посмотрят данный видеоролик. Вот, и может быть они ко мне прислушаются, а может и нет, это уже их дело. В общем-то, на этом мы с вами будем заканчивать данный обзор. Пишите в комментарии, если вдруг я что-то забыл, вот, и вам это не нравится, вы хотели бы, чтобы я об этом не забывал. Вот, и не забывайте, конечно же, про, так сказать, конкурс комментаторов. То есть, кто под 50-м выпуском, кто напишет больше комментариев, вот, тот и победит, и того я добавлю в раздел каналы. Ну что ж, на этом все. Всем удачи, до новых встреч, увидимся в новом видео и пока-пока.